девчонки, мальчишки. В общем, в прошлом бложике я там делал полы у себя в комнате. И у меня случился такой прикол. Я не смог вывернуть биту из шуруповерта. А сегодня приехал батя, показал мне некоторую функцию, от которой я даже не знал. То есть я делал как? Я делал на максимум, вот 16. И пытался держать патрон и крутить. Но он все равно делал так, трык-трык-трык-трык, типа проскакивал. Я накрутил себе мозоль. Он приехал батя и сделал вот так. И в этом положении не работает, как это сказать, как эта штучка называется, которая прокручивается на определенном усилии. Короче, в этом положении, типа для сверления, что ли, для сверла, патрон зажимается жестко, короче, он не прокручивается. Папсик у меня иногда удивляет меня прям вообще. А я даже и подумать не мог, что есть вот такое положение. Сегодня репетиция, но я даже не знаю, как я буду играть, потому что я раздолбан в хлам. У меня все болит. Я даже хожу кое-как. Все болит. Каждая мышца в теле болит. Ой. Вот так вот я вчера накрутился полов. Восьмое мая, девчонки, мальчишки. В общем, не жилось нам спокойно. С группой решили мы начать снимать кавера. Как ты видел, наверное, уже мы сняли Ратом Killing Name. Эту песню я как на слух поснимал. А вторая песня мне не дается. То есть очень много мелочей, которые мне пришлось расписать. И как раз пригодилась книжечка. Вот такой вот трек. Вот самые основные моменты расписал. Основная бесячая хрень — это там, где ты должен играть правой рукой в right, а левой рукой на и в head. Вот это вообще жесть. Я, чтобы сильно не шуметь, играю здесь вот этими рутками. Пробую сейчас каждый ритм, каждый брейк сыграть отдельно, потом буду соединять это все в песню. Поехали дальше. Куплет. Хэт играет на и, две бочки на раз и бочка на два-та и на чета. То есть и все это с хэтом на и. Более-менее получается. Дальше брейк на припев. Играю медленно. Дальше припев. Брейк в середине припева. Интересный брейк на выходе из припева. Все такое тяжелое, блин. Куча двоек. Перед брейком еще играем 16-ю бочку. Брейк перед вторым куплетом. И брейк такой. Брейк перед бриджом. Дальше поехали. Бридж. Пум-пам-пум-пам. Тум-тум-патум. Тум-тум-патум. И брейк. На 4 и.
Дальше идет ступа. И потом брейк. Когда куча двоек, а тебе надо сыграть после них одиночную бочку, ни хрена не получается. Хочется опять играть двойку. Брейк, который идет на коду уже. Как он это играет, все не понимаю. Брейк, который уже на коду. Предпоследний брейк получается. Последний брейк. Какая жопа, а какая срань вообще. Я не знаю, как это все вызубрить. Как это все в руки вбить, не понимаю. Вечерочком еще приеду, подолблю. Ну что, время 6 час. Никак не укладывается у меня эта схема. Брейки однотипные, я их путаю. Ну, потихоньку вобью. И знаешь, в чем хреново? Что я не расписал всю песню на одну страницу. Потому что сложно вспоминать, что там с той стороны. Короче, вот это вот вообще жесть. Она мне не дается никак. Брейки еще путаю местами. Вообще жопа. Не знаю, как я их буду играть, честно говоря. В общем, больше всего бесит эти однообразные брейки через форшлаг и через ногу. Причем они начинаются все время с разных четвертей. Вот, например. Та-ту-та-та-ту. И поехали. Тут я нарисовал малый барабан. Тут, по идее, так же, как здесь. Та-ту-ту-па-па-ту-па-ту-па-ту-па. Дальше пошло вот через хэт. Ту-та-ту, ту-тан, тра-та-та-ту, ту-та-ту. Тра-та-та-ту-ту-та на 4.
Я взмок, как собака просто. Куда я ее потащил? Нехай тут лежит. Плюс в том, что хотя бы схема песни вырисовываться в голове стала. Не снимай, не выкладывай. Десятое мая, девчонки, мальчишки. Проснулись мы часа в 4. С собакой валялись, пока туда-сюда, пока таблетку выпил. Настало время пить чай. И я уже налил даже в кружку себе чай. Тут вспомнил, что надо же снять, как я наливаю это в кружку. А тут ты же не видел. Ну, теперь ты видел все. В общем, всем приятного аппетита. 11 мая, девчонки и мальчишки. Такая погодка у нас через день. Дождь шпарит. Мы едем в сад за едой. Вчера, короче, посещала меня такая мысль, а не помыть ли мне машину? Черт знает, как я удержался. И хорошо, что не помыл. Сейчас обычно наоборот, помыл и дождь, а тут не помыл и дождь. Вчера у нас была тусовочка на базе. Потусили. Сегодня с утра быстренько забежал, прибрался, выкинул мусор, раскидал все по углам. В общем, чтобы чинно-мирно все было. Ненавижу, когда бардак. Хотя у самого в комнате бывает бардак похлеще. Не снимай, не выкладывай. 17 мая, девчонки, мальчишки. Бложек ни о чем. Едем на базу тренироваться. Короче, докладываю. Приехали, сидим. Собака даже выходить не собирается. Видишь, сидит вот. Даже не на низком старте, просто лежит. Вот это жопа. Просто жопень. Ждем, когда дождик перестанет чуть-чуть, чтобы пойти прогулять собаку. На самом деле я даже не знаю, что я буду делать на базе, потому что утром тут полон двор, народу, полон дом. И не знаю, у меня какой-то пунктик, я не могу это стучать, когда вот куча народу, они занимаются все своими делами, у них работа там, то все, и тут сад, хлеб, соль. И ты там сидишь такой, кайфуешь, они такие, хватит. И вот у меня вот это вот просто сидит, что я мучаю людей, поэтому... А может быть, это пошло из тех времен, когда я дома еще пытался что-то там настукивать, и каждый раз такое лицо в дверь такое. И ты такой, что это было? Наверное, нужно перестать долбить. Точно! Потом я купил электронную установку, занес ее домой и такой... наушников, все прекрасно, все опять. Думаешь, да блять, какого ну что теперь-то не так, блин? Вынес нахер электронную установку, короче, купил пэд, поставил его на стойку от малого барабана и тишина. Там постелил полотенце на этот пэд, все. Дня через 2 едешь в лифте с одной прекрасной дамочкой, она такая: я живу под вами. И что вы там делаете? Мне по потолку дын-дын-дын-дын-дын. Одно и то же. Думаешь, блядь, не быть мне барабанщиком.
нравится и там обтираться об стены. Погуляли, короче. Чё там? Чё ты? Всё, хватит унюхивать. Давай на выход. На выход. Давай. Чума болотная. Хватит. Ну что, раз пошла такая возня, я заделался каким-то супер-пупер мастером. Перевернул все в комнате, закрепил полы. Делать мне сегодня нечего. Собака тут пьет. Решил я сделать еще вот, устранить вот такую проблему. Сейчас тебе покажу мельком. Была наклеена плитка. Приклеена. Или не знаю кто из нас, но скорее всего это был папсик. Присобачил вот эту штуку. Просверлил дырки. Вставил туда вот эти вот штуки. Просверлил, видимо, не до конца, либо что. Короче, начал прикручивать эту штуку. И плитку потихоньку со временем получилось вот что. Как ты видишь. Видать, да? Какой угол. Вот что папик тут рисовал, что ли. Короче, что делать-то? Нашел я способ вот такой в интернете. Клеим, значит, скотч, чтобы плитка не отпала. Чтобы не потерять ее. Как видишь, все телепается, потому что если ты сейчас начнешь ее выковыривать, потому что иначе ты ее не прикрутишь, она в распор встает. Ее надо, вот этот зазорчик выпилить надо. Тогда, может быть, она встанет. В общем, что делаем? Чтобы плитку сохранить, мы просто присобачиваем сюда скотч. То есть я сейчас буду ее выпиливать потихонечку. Всю выпилю. Прикинь, сколько надо пилить. А что делать? Я приклеил. Беру канцелярский ножик, стелю сюда газеты и начинаю выпиливать. В общем, нашел такую пилку, обмотал ее то, чем было, и пилю. Ну, двумя руками удобнее, потому что проникает практически сразу. Хорошо прям залазит. Видишь, как пошел пилить так. Ножовка пилит здорово. Потихонечку. Тут, короче, где вот плитка отходит, вот смотри, насколько она отходит, видал? Еще удобно пилить. Ну, а здесь придется просто царапать. Так, тут даже пилить не пришлось. Само отвалилось. Ну все. Отклеиваю, потихонечку снимаю. Вот сверху потихоньку отклеиваю. Вот раз. Отлично. И второй раз. Смотрим, как это было приклеено. Да? Ништяк? Так, 3 снял, еще 3. И что потом? Обрабатываем края, едем покупать клей и присобачиваем. Может быть, ту поколотую плитку поставить куда-нибудь туда, чтобы ее не видно было? Даже? Как считаешь? Короче, с помощью газеты и скотча усовершенствовал себе немножко орудие труда. Все. Теперь зачищаем края, вычищаем всю грязь, очищаем плитки от клея и этой, как ее, затирки. Все. И потом на место ее шлеп-шлеп. Готово. Я сгонял, купил клей, тазик, шпатель. Отодрал все, что смог от этих плиток. Снял с краев шпаклевку. Вот она вся, не шпаклевка, это затирка. Которую, кстати, я забыл купить. Вот. Большие шматки прям отваливались только в путь. Очищу там, снизу, сверху от затирки. И все, и посмотрю видео, как разводить клей, начну ляпать. Что, короче, развел один тазик и понял, что я взял мало клея. Вряд ли мне хватит на все. В общем, я на один тазик, вот таким вот образом размазав это все дело, прилепил 4 плитки. Ну, я леплю так, знаешь, не без всяких крестиков, там, без ничего. Просто как могу, так и леплю. То есть смотрю примерно, чтобы зазорчик был такой вот. И считаю, что это все равно будет лучше, чем было. Начинаю понимать того мастера, который это делал.
А с другой стороны, что ему мешало стену выровнять? То есть у двери плитки вот с таким слоем клея, у трубы вот с таким. И вот я сейчас пытаюсь встроиться в эту систему, то есть понимаешь сверху какой зазор у плиток и снизу. А мне надо сколько навалить клея, чтобы... Я вот хорошо, что я не стала отдирать. Но вот здесь жалко отодрал. Ты посмотри, какой слой. Посмотри, какой слой был навален. Я вот прям сейчас не знаю как. Мне вот прям вот тютелька в тютельку, прям еще на один замес. Мне придется прям нормально так навалить. Ну, на двоечку так наляпал, короче. Вот эта вот щель меня бесит. Но я ее затру, и все будет ок. Короче, последний замес сделал на 2 плитки. Все ушло на одну плитку, потому что под плиткой толщина просто жесть. Все, конечно, заморал тут, блин, как свинья. Шпатель неудобный, широкий. И с него главное все не это. Видишь, у него тут уголок. Ты как бы делаешь, и оно вот тут скапливается, короче. Так. В общем, пол помыл, убрался. Думаю, что не буду эту штучку, вот эту вот, приклеивать, присверливать сюда. Блин, провалилась немножко плитка. Да и хрен с ней, затиркой пройдусь. В общем, на 3М-овский этот скотч прилеплю. Как он называется? Ну, скажи, я тебе скажу. Скажи, я тебе скажу. Двухсторонний. Мы с собакой поехали затирку покупать. Вот она, затирочка. Вот магазин. Мисюкаю затирку. Вот тут главное слишком много не растворить, потому что засыхает моментально. Как тесто, короче. Все. Затер, короче. Да, не без косяков, но это первый раз, когда я в своей жизни приклеил плитку. И это было, знаешь, так тяп-ляп-ляп, скорее, 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 потому что меня задолбало это вот пузо висящее. Я думаю, сейчас я сделаю как-нибудь, чтобы этого пуза не было. Пуза нету. Все, меня все устраивает. Ну что, ноги кверху, смотрю стендап. Настоящий, не тот, который у нас в Гибсоне. Вот это вот. Одно название. В общем, всем спасибо за просмотр. И пока. Увидимся в следующем бложике. Пока-пока. Тебя люблю.